Большинство людей боятся смерти именно потому, что не знают, что там, за гранью. Миллионы людей ищут ответ на этот вопрос, но с того света еще никто не вернулся по-настоящему. Мистики и пророки, религии и ченнелинги говорят разное. Одни о вечном блаженстве, другие о перерождениях, третьи о полном растворении. Розенберг писал о путешествиях в потусторонний мир, Платон о видениях вечности, Раймонд Моуди прославился книгой «Жизнь после смерти», а современные исследователи не перестают спорить о клинической смерти и тонких мирах. Но все они лишь приближались к разгадке, оставаясь в пределах земного восприятия, потому что с того света никто не возвращался по-настоящему. Каббала говорит о тикун, исправлении души, суфизм о фане, растворении в божественном, а Христос провозглашал: «Да будут все едино». Но правда остается за завесом собственного понимания всех этих учений. Я годами собирал откровения, анализировал древние тексты и собственные переживания, полученные в самых глубоких состояниях измененного сознания или осознанных медитациях, и сегодня готов поделиться с вами тем, что скрыто за завесой смерти. Смотрите видео до конца, и вы узнаете то, что такое смерть и что ждет вас за гранью жизни. С вами Ашраэлин. Вы на канале, где простым языком раскрываются тайны нашего сознания и мироздания, чтобы лучше познать себя и свою роль в этом мире. Рассуждая о смерти, человек чаще всего мыслит шаблонами. Он привык к пространству. Вот пол, вот потолок, вот небо, куда улетают души. Он привык ко времени. 3 дня после смерти, 40 дней, год. Но смерть — это не переход, а просто выключение света. Когда умирает человек, люди говорят: душа вышла и улетела. Куда? Наверх. Почему наверх? Потому что так научились думать. Космос высоко, Бог на небе, ад под землей. Но верх и низ — относительные понятия и существуют только в материальном мире. Мы думаем, что после смерти наступает вечность, и представляем себе бесконечную череду дней, годов, эпох. Но вечность — это не очень-очень долго. Вечность — это нет времени. Нет до, нет после. Вечность никогда не кончается и никогда не начинается, потому что начало и конец — это тоже время. Представьте лампочку. Пока ток течет, она светит. Выключатель щелкнул, и света нет. Лампочка не улетела, не перешла в другое место. Она просто перестала проявляться. Провода на месте, сама лампочка тоже, но света нет. Люди, верящие в реинкарнацию, думают, что после смерти душа где-то ждет нового рождения. Но понятие ожидания подразумевает продолжительность во времени, которого нет в вечности. Время — это иллюзия материи. Когда мы смотрим кино, на экране проходят годы, десятилетия. Но сам фильм записан на пленку, где все кадры уже есть. Они не ждут своего часа, они просто есть. Так и дух. Он не ждет нового тела. Для него нет промежутка между смертью и рождением. Для него это одно мгновение. Выключили свет, включили свет. Душа — это свет. Пока тело, через которое она проявлена, живо, свет горит. Когда тело умирает, свет гаснет. Смерть не является полетом в небеса. Смерть — это затухание экрана. Был фильм, и вдруг изображение пропало. Но кино не улетело. Оно просто перестало быть видимым. Смерть похожа на сон без сновидений. Ты есть, спишь, но ты не осознаешь себя. Точно проваливаешься в ничто и начинаешь осознавать себя лишь при пробуждении. Смерть — это не путешествие и не конец. Это смена способа существования. Но чтобы это понять, надо стереть из памяти все шаблоны о полете.
Перестать думать о душе как о чем-то, что летит. Перестать представлять вечность как очень долгое время. Нужно просто принять: есть свет и нет света. А все остальное — лишь наши попытки объяснить то, что нельзя объяснить в привычных рамках пространства и времени. Современная наука и древние духовные традиции сходятся в том, что наша реальность многослойна. Физик Дэвид Бом называл это голографической вселенной. Буддисты говорят о 3 телах Будды, а квантовые физики обсуждают волновую функцию. Согласно сказанному, жизнь протекает одновременно в 3 пластах реальности: в материальном мире, в энергетическом и духовном. Материальный мир — это плотная, осязаемая материя, наше тело, Земля, звезды, все, что можно измерить и потрогать. Он подчиняется законам классической физики и имеет четкие пространственно-временные координаты. Энергетический мир — невидимая структура, управляющая материей и подчиняющаяся законам квантовой физики. Это астральные и эфирные тела, меридианы, чакры. Они словно провода, питающие лампочку. Пока тело живо, энергия течет по этим каналам. Но когда материя разрушается, энергетические связи больше не нужны и постепенно исчезают. Мир духа — это абсолютная реальность, вне пространства и времени. Это источник всего сущего. Это не тело и не энергия, а истинное «Я», чистое сознание, которое использует материю и энергию как инструменты. Это то, что светило через лампочку в моем примере, который я озвучил ранее. Во время смерти прекращается мозговая активность, останавливается сердце, разрывается связь грубой материи с тонкими телами. Происходит распад энергетических структур. Эфирное тело рассеивается. Астральное тело, отвечающее за эмоции, теряет структуру. Ментальное тело, представляющее собой мыслеформы, растворяется. Осуществляется переход в чистый дух. Сознание теряет привязку ко всем уровням материи, как к грубым, так и тонким. Происходит схлопывание пространственно-временных координат и выход за пределы ума, эмоций, чувств и ощущений. Остается только чистое осознание вне форм. А теперь я открою для некоторых шокирующую правду. То, что никогда не рождалось, не может умереть. Человек привык думать, что родился в определенный день, в определенном месте. Но заметьте, это же речь о теле, о личности. Но человек не является ни одним, ни другим. Человек есть вечный дух. Он никогда не рождался и никогда не умирал. Он как зеркало, в нем отражаются лица, эмоции и события. Но само зеркало не меняется. Материя умрет, распадется на элементы. Энергетические структуры, такие как астральные тела и чакры, растворятся. Но истинное «Я», то, что наблюдало все это, останется. Представьте, что вы просматриваете фильм и так сильно вжились в сюжет, что начали отождествлять себя с его героями и переживать все эмоции, которые они испытывают, будто это вы и есть. Но когда фильм кончается, герои пропадают, но вы-то не исчезаете. Вы просто перестаете отождествляться с персонажами. Так и смерть. Заканчивается фильм под названием «Моя жизнь». Но зритель, дух, не исчезает и никуда не перемещается. Он просто перестает смотреть этот фильм. У него уже есть абонемент в другой зрительный зал, на другой фильм. В момент смерти человек перестает ощущать. Но он остается среди живых, просто невидимый, растворенный во всем. Потому что он не тело. Он даже не энергия, как многие думают. Человек тот, кто видит сны, но не является ими. Тот, что осознает мысли, но не является ими. Тот, что наблюдает смерть, но не умирает. Как сказал Шри Нисаргадатта Махарадж, ты не то, что ты думаешь о себе. Ты
То, что остается, когда мыслей нет. Человек никогда не умирает. Он просто на время перестает светить. Он — дух. Он то, что было до тела, до энергии, до того, как зажглась первая лампочка. А теперь я попробую объяснить жизнь, смерть и вечность на примере бесконечной водной глади, так как именно такой образ мне был дан свыше. Представьте бескрайний океан, абсолютный, безграничный, вечный. Это чистый дух, основа всего сущего. А теперь вообразите миллиарды пузырьков, наполненных той же водой, что и океан. Каждый пузырек — это проявленное сознание, человек, животное, любое живое существо. Вы — это пузырек, и все люди — те же самые пузырьки из одной и той же воды. Оболочка пузырька, такая тонюсенькая, что кажется несущественной, это и есть наше физическое тело. Вода внутри — наше истинное «Я», та же самая вода, что и в океане. Пока пузырек цел, он кажется отдельным. Он ощущает себя индивидуальным и думает: «Я — вот этот вот пузырек, а не тот. У меня есть границы, форма. Я отличен от океана». Но на самом деле внутри та же самая вода, что и снаружи. Квантовая физика говорит, что на фундаментальном уровне все связано. Частицы, разделенные огромными расстояниями, могут мгновенно влиять друг на друга, что выражается в квантовой запутанности. Точно так же и мы кажемся отдельными, но глубинно едины, ибо являемся единым океаном. Нет никакого перехода. Когда пузырек лопается, ничего не пропадает. Вода из него практически мгновенно сливается с океаном. Оболочка, то есть тело, исчезает, но вода, олицетворяющая дух, которая и так была частью океана, остается. Оболочка, то есть тело и ум, разрушается. Но это не трагедия, а естественный процесс. Сознание, которое символизирует вода, возвращается в океан, но оно не исчезает, а просто перестает быть ограниченным. Кроме этого образуются новые пузырьки, и в них может проявиться та же самая вода. Это и есть реинкарнация, не сам факт новой жизни, а проявление духа в новой форме. Но важно понять, нет вас и океана. Есть только океан, который на время принял форму пузырька. Пока мы внутри пузырька, мы не помним, что мы есть океан, ведь нам кажется, что мы отдельны. Иллюзия индивидуальности создается мозгом, оболочкой пузырька. Когда мозг умирает, иллюзия исчезает. Но эти временные оболочки пузырьков необходимы. Ведь только благодаря состоянию иллюзии отделенности человек может ощутить и познать себя. Только ограничив себя в форме пузырька, океан может узнать себя через миллионы отражений. В тибетской книге мертвых смерть описывается как растворение индивидуального сознания в ясном свете, то есть в изначальном, всеобъемлющем осознании. Когда человек умирает, его сознание растворяется как соль в воде. Он перестает быть отдельной личностью и становится частью всего. На компьютерном языке смерть — это не удаление, а выход из системы, не конец, а переход в новый режим, перезагрузка системы восприятия и смена способа существования. А новая жизнь — это просто другой аккаунт. Загробный мир, который многие представляют себе как потустороннюю жизнь, есть лишь проекция наших желаний. Мы не можем представить себе подлинную вечность, где нет ни формы, ни личности, ни времени. Поэтому мы создаем образ загробного мира, как улучшенную копию земного, те же формы, дома, улицы, райские сады, те же занятия, общение, творчество, даже еда, но без проблем. Нет болезней, нет старости, нет смерти. Это происходит потому, что наш мозг не способен мыслить вне материальных категорий. Кроме этого, личность, эго боится исчезнуть.
поэтому цепляется за узнаваемые образы. Мы хотим верить, что там будет так же уютно, как здесь, но только лучше. Но личность не может перейти в вечность. Ведь личность — это набор воспоминаний, а они привязаны к мозгу. Личность — это идентичность, а в бесконечности идентичность отсутствует. В вечности нет памяти, потому что нет времени, нет «я», потому что нет разделения. Подлинная вечность — это не место и не состояние. Это чистое бытие без форм. Это абсолютное единство без «я» и других. Это совершенная полнота без желаний. Настоящая вечность — не другая жизнь, а отсутствие всех привычных категорий. В древних мистериях и эзотерических учениях часто встречается образ духа, как жениха, и души, как невесты. Дух вечный, неизменный, абсолютный. Он как чистый свет, не имеющий формы. Душа индивидуальная, изменчивая, наполненная опытом. Она как отражение света в зеркале, которое разделяется на миллионы граней. При жизни они словно разлученные влюбленные. Дух тянется к душе, чтобы напомнить ей о ее истинной природе. Душа ищет дух через любовь, творчество, страдание и прозрение. Смерть — это мистический брак. Когда тело умирает, душа невесты растворяется в духе женихе. Исчезает двойственность, больше нет «я» и «ты». Есть только единство. Это не конец, а слияние. Представьте, что две свечи горят рядом. Их пламя кажется раздельным. Но если соединить их, огонь станет одним. Можно ли потом сказать, какое пламя было первым, а какое вторым? Так и дух с душой. После слияния исчезает память о разделении. Поэтому, рождаясь вновь, мы снова ищем друг друга, пока не вспомним, что уже едины. Многие из вас слышали или на своем примере уже убедились в том, что жизнь есть иллюзия. Но я скажу больше, сама смерть — это тоже иллюзия. Смерть — это иллюзия восприятия. Нет объективных доказательств ни жизни, ни смерти как абсолютных состояний. Это просто разные фазы одного процесса. Все в мире взаимосвязано. Жизнь и смерть — относительные понятия, означающие трансформацию. Все изменения — лишь смена состояний духа. Ты думаешь, что ты уйдешь. Но как может уйти тот, кто всегда был? До встречи в следующих выпусках. И пусть живая осознанность сопровождает вас на каждом шагу, друзья мои.